Всем привет! Вы на канале Pulse.net Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне, который вы сейчас видите, к слову, в отражении. Единственное, он в чехле. Это Xiaomi Redmi K70 Pro. Почему я делаю обзор одним кадром на смартфон, который я, в принципе, уже в обзоре в основном не совсем советовал, вы сейчас поймете. И не забудьте подписаться на канал с колоколом. Помним, что подобных обзоров одним кадром на канале просто море. Я напоминаю, что Smart отрабатывает с родных своих микрофонов. Обзор будет одним кадром. То есть вы видите, как он снимает от и до в течение 10 минут. Я вам о нем рассказываю. Плюс у вас есть бонус, потому что уже на основном канале Pulse.net есть примеры того, каким образом он отрабатывал и во всех вообще тестах. И на лайв-канале есть еще и обзор, в принципе, всех игровых возможностей. В целом, напоминаю, меня зовут Саня, основной канал Pulse.net, на нем уже есть обзор на Xiaomi Redmi K70 Pro. Из интересного, что это может быть? Может быть, это Poco F6 в перспективе. Точно это будет что-то. Если говорить про начало. Вначале мы всегда напоминаем, что не забудьте подписаться на канал с колоколом, подписаться на ТГ скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. И переходим к обзору, в принципе. С чем комплектуется этот смартфон? Он комплектуется зарядкой в 100-120 Вт. Помимо этого у него идет чехол, вы его уже видели. Помимо чехла, разумеется, ключ для извлечения слота прорезиненного под две карты. Симки, карты памяти запихать нельзя. И хочу отметить, что кто-то мне в комментариях писал, что где-то кто-то нашел, что здесь есть защита от влаги официальная, но в рекламе этого не было, у продавцов я этого не видел. И мы ее отметаем. То есть это уже а-ля не флагман. Почему? Потому что сразу сходу здесь нет беспроводной зарядки. То есть у нас нет беспроводной зарядки и защита от влаги. И многие мне скажут, ну там у OnePlus нет, с другой стороны тоже защита от влаги 12-го и официальной. И чего? Точнее она есть, но она номинальная. IP65 я его топил, но это не показатель. Здесь у нас даже IP65 не заявлено. Поэтому все довольно скромно. Если говорить о его возможностях, смотрите, он может снимать в 8К, разумеется, которые вам не нужны, в 4К 60 FPS основного модуля, который вы сейчас видите. Вот, помимо этого, ультраширик у него, разумеется, в наличии с фронталкой. Все, беда бедой. Почему? Потому что мало того, что она у него на 1080p, так она и у него еще и с роллинг-шаттером. Разумеется, что в отличие от того же, не знаю, Samsung, он не может переключаться с основного модуля на фронтальный. Разумеется, в 4К 60 FPS, вот сейчас максимум X6, нельзя перейти на телевик. И повторяюсь, я спрашивал, в принципе, людей, нужны кому-нибудь обзор одним кадром на этот смартфон. Большинство написало, точнее, те, кто написали нет. Почему я делаю? Наверное, для того, чтобы проще было потом сравнивать. Никаких каких-то космических сенсоров здесь нет. Здесь стоит OmniVision. И в целом снимает он, конечно, неплохо, но не на свою стоимость. Что здесь крутого? Во-первых, экран. Экран довольно хороший. Не сказать, что прям суперский, но 120 Гц у него есть, грани прямые и яркость у него более чем достаточно. Надеюсь, что я смогу перекричать данные музыкальные дорожки. Очень странно делать обзор одним кадром после основного обзора. Почему? Потому что в основном обзоре я уже рассказал все его основные минусы. И спойлер, прямо сейчас могу вам об этом и рассказать. 7-20 бенда нет. В принципе, на этом не то чтобы можно обзор заканчивать. Да, здесь есть Google сервисы. Да, его можно коряво перевести на русский язык, но опять же глобалка не факт, что будет. Даже если вы накатите, бенды у вас не появятся. И все эти фразы про то, что ну все нормально, где-то там это работает. У кого это работает? У кого, ну, говорю, все это вилами по воде. В общем, не советую брать подобное устройство людям, которые беспокоятся по поводу связи. Вот смотрите, как он отрабатывает днем, ну неплохо. При том, что ночью, я повторяюсь, что я его сравнивал ночью и с iPhone 15.
и по фото, и по видео. Фото у него такие себе, исходники все у меня по ссылке в описании будут. В телеграм-канале моем личном уже выгружено. Если говорить про какие-то другие особенности. Смотрите, здесь Snapdragon Gen 3 и, наверное, оптимизация у него на уровне очень плохо. Почему? Потому что это единственный смартфон на Snapdragon Gen 3, который у меня умудрялся в PUBG тормозить через 15 минут игры. То есть я сейчас пытаюсь подбирать слова для того, чтобы не рассказывать вам про то, что здесь Type-C-шник, допустим, USB Type-C третьего поколения. У меня почему-то показывает все равно по тестам второго. Если говорить про съемку, повторяю, что у него на фронталке роллинг шаттер. И вот куда ни тыкни, там, не знаю, дизайн такая же расцветка, как у OnePlus 12, это а-ля мраморная. Экран не LTPO, то есть не от 1 Гц, а либо 60, либо 90, либо 120. И вот если суммарно посмотреть, да, вроде бы шим небольшой, но то, что ты в такой мощный смартфон не можешь играть в игры, но это такое себе. То, что ты с таким процессором и такими сенсорами имеешь вот такую картинку, которую вы сейчас видите. Опять же, повторяюсь, что основная миссия подобных обзоров у меня это в том, чтобы вы видели разницу, когда я хожу с одним устройством, с другим устройством, с третьим, там их 40. И вы могли увидеть, что одно может вот так снимать, другое чуть-чуть хуже, третье чуть-чуть лучше. И для этого в копилку, скажем, прямо неплохо этот смарт положить. Стабильность минимальна. Расход заряда батареи то же самое, космический, притом он рандомный. То есть он у вас может поедать 36% заряда в час в том же PUBG, а может поедать 24%. И чем это связано, вот черт его знает. Я говорю, я первый раз такую сырую прошивку вижу у Redmi. А если говорить о каких-то других особенностях. Тач мне понравился, экран плоский, это удобно, рамка металлическая, это классно. То есть нет ощущения того, что это дешево. В отличие от OnePlus 12, здесь нормальная сборка, хотя кто-то мне писал, что у кого-то в OnePlus 12 сборка тоже хорошая, мне просто не повезло, как и некоторым другим блогерам. А если говорить про модули, ну, по большому счету, здесь только основной более-менее, а все остальное такое себе. Если говорить про физические возможности, у него, разумеется, стерео, но не полноценное, а такое а-ля полуторка. У него очень классная, кстати, вибра. И если брать порты, то еще инфракрасный порт у него стандартно для редмиков есть. Вот, в принципе, и все. Ощущения от лопаты нет, но есть ощущение, что они просто-напросто бежали, в этот раз прям летели, чтобы выпустить новый продукт. Я уверен, что они его допилят. Я уверен, что они разберутся с энергоэффективностью, потому что в тех же самых условиях, пусть OnePlus 12 и не было у меня возможности играть на нем на 90 Гц, у него там глюк прошивки, как мне народ написал, каким-то образом лечится, то опять же железо такое же, то на Redmi играть я вообще не смог. Если говорить про съемку, разумеется, она здесь такая довольно посредственная. И когда мы говорим о смартфонах на Gen 3, это Meizu 21 и еще много кто, которые я уже тестировал. Все из них были более стабильны, чем этот Redmi. И это очень печально, потому что непривычно для меня, тестируя девайсы этого концерна Xiaomi, наблюдать такое. То есть я здесь не знаю, за что ему сказать «да». Вот смотрите, уже почти 10 минут, последняя минута. Не забудьте подписаться на канал. Обзор не скомканный, просто обзор, я даже пытаюсь объяснить вам. Если мне вот он реально не понравился по совокупности факторов, я не понимаю, что можно сказать про смартфон, который стоит почти 50 тысяч. Как где-нибудь там его можно ухватить за 46, но непонятно, за что ухватиться, чтобы сказать, что он мега топ. Мега топовая у него плотность пикселей. То есть, если вам нужна читалка с хорошим экраном, с хорошей яркостью, яркость у него топовая, яркость он не сбрасывал у меня, то супер. Но вот по поводу всего остального, как они будут пилить, как долго, и по поводу того, что, разумеется, связь здесь никогда не будет волшебной, особенно вдали от очень крупных городов, потому что 7-й бенд все-таки нужен. 20-й ты черт с ним, без него можно жить.
Вот, это такой неприятный вопрос с неприятным ответом. Неприятный ответ в том, что я не советую приобретать данное устройство, ничего в нем нет такого, что нельзя приобрести более выгодно за те же деньги. То есть за те же деньги вы можете купить смартфоны лучше. От тех же Xiaomi. Допустим, Xiaomi 13. Все. И оптимизированный, защита от влаги, еще много чего. Опять же, это мое субъективное мнение. В комментах напишите ваше мнение. Может быть, вы его выбрали как раз. Напишите, по какой причине. Все эти переключения камеры, проблемы с чем-то еще. Я говорю, я здесь не вижу вообще ничего флагманского у этого устройства, кроме процессора, в принципе. И экрана. Но экран не LTPO. Да, плотность пикселей космос, но не LTPO. Повторяюсь, девайсу нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Сколько объем файла будет, напишу в комментах. Добра и удачи вам, дорогие друзья.